Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В нашей новой временной студии, пока нам удалось улучшить минутку, мы находимся на Невском 11. Это теперь уже официально вау-отель Сакрома по мотивам комикса манги DRS. В студии для вас Саша Карельский и Ваня Червинский. Друзья, мне кажется, что теперь в Петербурге появился дом DRS. Настоящий, красивый, роскошный, уютный дом DRS, на презентации которого нам удалось собраться, получили массу удовольствия и даже покушали. Чуть-чуть фуршет, да. Спасибо организаторам, было очень круто. Ну, Саш, ты знаешь, пока мы были на открытии отеля, это, конечно, супер новость для всех, но пока мы были на открытии, произошло интервью. И я предлагаю сегодня его вот обсудить. Это вот то самое долгожданное интервью с Кевином Кенни. Да, и только первая часть была опубликована. Ну, что можешь сказать, твои первые эмоции, впечатления? Удалось ли Кевину контакт наладить? Это же очень важно. Вообще супер. Он в конце сказал: давай, брат. Вот. То есть братишки они уже такие? Да, они уже нормально подружились, побратались, так что я думаю, что супер получилось. То есть если Димаш поедет в Америку, то у него будет где остановиться? Конечно. Я думаю, что если Кевин соберется и приедет в Казахстан, тогда вот я думаю, что у него есть хороший шанс попробовать бешбармак, вот, и быть почетным гостем, потому что он себя проявил очень гостеприимно, и вот мне показалось, что предыдущие у него интервью, они проходили немного по-другому. Он там каверзные вопросы задавал такие, а здесь он, так мне показалось, что у них так общение приятно проходило, поэтому очень интересно узнать, что же будет во второй, третьей части, четвертой, пятой. Я тоже почувствовал, что Кевин все время говорил: такой классный, такой настоящий. Вот проскальзывали такие и слова, и оттенки фраз, что действительно Кевин почувствовал, что абсолютно открытый, добрый человек перед ним. Никакой звездности, полностью, даже борода такая, знаешь, домашняя у Димаша. Вопрос: а ты научился готовить во время карантина? И они говорят: нет. Я такой: я тоже. Мне очень понравилось, что Кевин ощутил вот напор DRS. Он говорит, что у тебя необычные, особенные фанаты, и это все почувствовали за то даже долгожданное количество. Да, и он сказал, что теперь эти фанаты и на MTV, благодаря Димашу. И он сказал, что фанаты, которые неустанно работают 24 часа в сутки. Да, full-time job, он сказал. Это 24 часа в сутки, это еще и каждый день. То есть part-time job, это когда ты на подработке, вот как у нас раньше было. А потом full-time job, это прям вообще. И я думаю, разумеется, полное интервью смотрите на канале Димаша. Мы сделали дубляж, мы сделали дубляж. Вот. Поэтому, друзья, если вы не смотрели еще на русском языке интервью, то можете посмотреть, ссылка будет в описании. А вообще, я считаю, что вывод можно сделать такой, что все, кто посмотрел это интервью, и я знаю, что Димаш был не на первом месте в этом голосовании, но я думаю, что все, кто был на этом интервью, все, кто посмотрели, я думаю, что по чуть-чуть, но вот приоткрыли свои сердца в сторону Димаша и в сторону его вот такой скромности, тактичности, обаятельности, да, интеллигентности. Ну и, конечно, музыкальные пристрастия, я думаю, что тоже всех порадовали, потому что Димаш сказал, что он и рок любит, и рэп. Я думаю, что Eminem, когда смотрел трансляцию, он прям прослезился и даже немного обрадовался. И я не удивлюсь, если скоро мы увидим, что какой-нибудь Eminem зачитает рэп в честь Димаша. Слушай, ну я тоже могу вот с уверенностью сказать, что, глядя на это интервью, абсолютно два разных человека. И вот это очень интересно. Кевин такой активный: да, бро, давай, какая музыка там, чё, как. И Димаш такой степенный, вдумчивый. Причем, да, это же первое, получается, интервью полностью на английском языке, да, где и интервьюер, и Димаш общались свободно, без каких-либо ограничений. Да, никаких проблем я вот не почувствовал, что между ними бывает такое, что
я иногда разговариваю с кем-нибудь на английском, я чувствую, что меня люди вообще не понимают. И мне приходится несколько раз говорить, а потом я уже думаю, что что-то я вообще не то начал. А здесь я почувствовал, что какой-то контакт, вот. И, ну, это феномен Димаша, он может с любым человеком разговаривать, практически получать. Ну, он же поет на почти всех языках мира. На 12 языках, и это сказал Кевин, он очень сильно удивился, говорит, как вообще можно исполнять песни на 12 языках, для него это было прям откровение. Да, почти всех, наверное, я загнул, да? Но Димаш ради своих поклонников сказал, что будет стараться изучать все языки по возможности, и чтобы вот, он так сказал, чтобы порадовать своих поклонников в разных частях света. Поэтому я не удивлюсь, что через год это количество будет уже и 20, и 26, и 30 языков. Все возможно. Да, может быть, язык и не понадобится. Все будут слышать на казахском языке. Я знаю, на русском есть отличные песни. Вот недавно появилась одна такая очень хорошая. На английском есть просто восхитительная песня. И насколько я понял, самое-то главное, что Димаш сказал, что закончена съемка клипа на песню «Golden». Да, и второй песня, которую он еще нигде никому не показывал. Соответственно, это может быть либо новая песня Over Here, Love is not over yet, или это может быть что-то из нового альбома. Например, вот этот танцевальный бит, который мы слышали. Возможно. Поэтому, друзья, смотрите интервью, вот, порадуйтесь за открытие отеля в Санкт-Петербурге. И, Вань, колоссальное количество сюрпризов, которые просто мы будем, говорю, по одному их распечатывать и показывать фильмы на нашем канале Алга Петербург. Поэтому, друзья... О, да, мы очень много чего подготовили, да. Я даже не знаю, как все успеть, но постараемся до Нового года все, что наснимали, вам показать. Поэтому проверьте колокольчик, проверьте подписку и получайте новые уведомления от нашего канала. Спасибо за беседу. Всем пока. Всем пока.